Вот уже 10 лет «Орел и Решка» призывает всех путешествовать и изучать мир. Каждую неделю мы доказываем, что даже за небольшие деньги можно провести интересный уикенд в любом городе мира. Но из-за эпидемии коронавируса границы закрыты. Мы путешествуем онлайн. Это безопасно и это ответственно. Нашими ведущими стали друзья Орла и Решки со всего мира. Всем привет! Алоха! Мы из города Тампере, Финляндия. Города Будапешта. Я нахожусь в Ванкувере. Я нахожусь в Исландии. Благодаря вам мы узнаем, как мир постепенно выходит из карантина и как люди начинают жить заново после стольких дней заточения. Что мы делаем после снятия карантина? Мы лично с подружкой едим. Просматривая видео, присланное вами на этой неделе, мы поняли, что коронавирус добрался до самого края света. Хорошо, что даже на другой стороне Земли живут друзья Орла и Решки, которые могут показать нам, как у них сейчас обстоят дела. Всем привет из Монако. Из Новой Зеландии. Мы с Израиля. Из Берлина. Люксембурга. Мы живем на Аляске, в Анкоридже. В Пакистане. В Лас-Вегасе. В этом выпуске мы отправимся в настоящую карантинную экспедицию. Узнаем, как сейчас живут на крайнем севере США. Можно даже увидеть лося. Как карантинят на островах посреди Тихого океана. И как пережидают эпидемию в государстве размером с парковку. Вот это все здание Франция. И пока одни радуются свободному времени, а вторые привыкают к послаблению карантинных мер, как будто бы вся Барселона бежит марафон. где-то считают эпидемию мировым заговором и яростно протестуют. Но больше всего мы переживаем за тех, кто из-за закрытия границ застрял на чужбине и не может вернуться на родину. Случайно оказалась в Пакистане. Всем привет, мы с Израиля. Отмечаем 72-ю годовщину независимости Израиля. На иврите Йом Ацмаут. В связи с таким праздником к нам должен сейчас прийти президент, и мы будем с ним фотографироваться. Давайте попробуем и посмотрим, как это получается. А как-то вот так перекрутиться? Нет. Можно вот так вот сделать, как вот он. Вот так вот? Вот двумя руками вот так. Вот так вот? Да. Президент Израиля оцифровал свою внешность, чтобы каждый смог сделать с ним селфи в изоляции. Такая технология была создана ко дню независимости страны. Теперь любой желающий может переместить президента с любого места к себе в дом. Ура, ребята! Включите музыку! Ну все, хватит, Настя, хватит, пожалуйста. Даже дети поняли, что мы прилетели в тропический рай. Мы на Гавайях! Здравствуйте, меня зовут Лиза, и я снимаю видео с Гавайев, США, остров Оаху, где я сейчас нахожусь во время карантина. Сейчас у нас закрыто все, кроме продовольственных магазинов, аптек и магазинов первой необходимости. Также открыты рестораны, но они открыты на вынос. Пляжи закрыты тоже. И я сейчас нахожусь в воде, потому что легально на пляжах находиться можно только в воде. Полицейский, который нас увидел,
сказал, что мы должны сразу же зайти в воду. Разрешены все активности, связанные с водой, как серфинг, фридайвинг, падлбординг. Вот, можно плавать. Люди проводят время, наконец-то, со своими семьями в воде, в горах. Они занимаются спортом, они ходят на пробежки. И многие люди, которые сидели все время в офисе, у них наконец-то появляется загар. Я поднимаюсь по тропе Кули-Оу-Оу-Ридж, и она идет на протяжении 6,5 километров через 2 разные зоны. Хвойный лес, где никогда не поймешь, что ты на тропическом острове, и подъем в гору по ступенькам, которые были созданы, чтобы избежать эрозии. Занимает примерно 4 часа. В конце большая смотровая площадка, которая открывает вид на юг и восток острова. Вот так происходит дистанцирование. Всем привет! Меня зовут Надя Першина, и я живу в одном из самых крупных туристических центров мира, а именно в Лас-Вегасе! Вегас – мировая столица азартных игр. Все, зачем туристы едут в Лас-Вегас, находится, по сути, на одной улице. 200 казино, 300 ночных клубов, 200 тысяч игровых автоматов. И под 100 отелей. Каждую минуту каждое казино Лас-Вегаса зарабатывает на своих посетителях $3000. 90% населения Лас-Вегаса работает в индустрии туризма и гостеприимства. Многие люди, включая меня, потеряли свою работу. Но некоторые отели продолжают выплачивать зарплату своим сотрудникам, несмотря на то, что они закрыты. Официального запрета на выход из дома нет, поэтому люди могут выходить на улицу, но соблюдают все меры предосторожности. В обычный день в аэропорт Лас-Вегаса каждую минуту приземляется и взлетает самолет. Десятки, сотни тысяч туристов прибывают в город ежедневно. Но сегодня Вегас, который не спит 24 часа в сутки, просто не узнать. Вот так сейчас выглядит одна из самых оживленных улиц мира. Ну как же Вегас и без вечеринки? Местные власти решили поддержать дух жителей города, в том числе не самые благополучные районы, и теперь можно заказать прямо себе во двор машину с диджеем, и они устроят настоящую социально дистанцированную вечеринку. Команда приезжает на нескольких фургонах с колонками, включает музыку на всю катушку, и работники отдела культуры и отдыха Лас-Вегаса в масках и перчатках танцуют, конечно же, соблюдая дистанцию, направляясь через весь район и завлекая жителей танцевать вместе с ними. В общем, весело всем. So how many neighborhoods you guys visit per day? Well, we just started. Мы начали принимать заказы в этот понедельник, и уже к часу дня запросов было так много, что нам пришлось временно приостановить прием заказов. За день мы успеваем посетить 8 районов, но так как заказов очень много, то мы на следующей неделе попросим добавить еще одну машину, чтобы посещать 16 районов в день. Многие считают, что мы должны приезжать в районы, где много детей. Но на самом деле взрослым нравится это даже больше. Мы спросили одного пенсионера, какие ему песни больше нравятся, что поставить. А он ответил: да какие угодно. У нас тут пенсионерский район, включайте музыку, а мы будем делать буги-вуги.
После заката солнца в поддержку всему городу все казино зажигают в окнах свет в форме сердец или с позитивными пожеланиями. Можно заметить, что пляж почти пустой. Зато серферов очень много в воде. Одну волну 7 человек. Конечно, замечательно, что серфинг остался разрешенным, потому что сейчас целыми днями люди этим и занимаются. Они ходят либо в горы, либо в воду. Самая популярная кофейня на острове открыта. Можно взять кофе с собой. Обычно тут стоит огромная очередь, растягивается аж до того забора. Но сейчас никого. Что интересно, на Гавайях маски с гавайскими принтами разными, цветочными. Это место называется «Китайские стены». Очень интересные скалы, изрезанные в такой форме. Но сейчас людей очень-очень мало. Только те, кто не боится, что придет полиция. Доброе утро, друзья! Это Орел и Решка. И сегодня мы в настоящем раю. И этот рай называется Новая Зеландия! Don't pretend you're broken. Don't pretend you're hurting, stressing, crying just like me. Все это чем-то напоминает Землю до появления на ней человека. Привет, Орел и Решка! Меня зовут Маша. Я Вив. Я Тая. Мы семья Савиных из Новой Зеландии. Мы тренера по спортивной гимнастике. Ведем сейчас занятия онлайн с группами и занимаемся с нашими детьми на улице, на свежем воздухе. Сейчас мы бы хотели показать жизнь новозеландцев на карантине. В море выходить на своих лодках сейчас нельзя, поэтому лодки стоят в пирогах. А вот так люди общаются в Новой Зеландии, соблюдая также дистанцию. Также хотелось бы сказать, что каждый житель Новой Зеландии может быть в курсе обстановки в стране, наблюдая интерактивную карту страны, где можно видеть, сколько случаев заражения на данный момент. За весь период умерло 20 человек, и на данный момент находится в госпитале 8 человек. Смотреть по регионам, где сколько людей заражено. Самое главное, что выздоровевших уже 85%. Это реально много. И поэтому government, то есть государство, разрешило открыть предприятиям малого и среднего бизнеса. Открылись всякие фастфуд кафешки, такие как Макдональдс, KFC. Кстати, в первую же ночь в Макдональдсе была километровая очередь. Новозеландцы так любят фастфуд, что вот это ночью это был они праздник готовы были для них. стоять. Да, готовы были стоять ночью в огромной очереди, чтобы покушать в Макдональдс. Открыт также обувной магазин. Ты можешь, не заходя в него, выбрать обувь, какую ты хотел бы померить. Тебе ее поставят на столик, ты ее померишь, если тебе понравится. Welcome, покупаем. Как мы видим, открыт, центр открыт, но все в нем закрыто. Даже несмотря на то, что все почти в регионе здоровы. Зато можно гулять, соблюдать дистанцию, бегать, а также заниматься спортом.
Всем привет, друзья! Меня зовут Роман, и я снимаю это видео специально для проекта «Орел и Решка». Мы сегодня в городе Братской Любви, крупнейший город штата Пенсильвании, США, Филадельфия. Я работаю в итальянском ресторане здесь неподалеку, но уже с середины марта наш ресторан закрыт, работы нет, и, в принципе, все бизнесы, кроме самых-самых важных, сейчас закрыты, не работают, поэтому приходится сидеть дома. Но, вы знаете, сидя дома можно сойти с ума, поэтому я решил немножко подзаработать, и сейчас вам покажу, как именно я это делаю. Hello, I have a DoorDash for Ismail. That's it? Thank you. У нас действует такая опция, как бесконтактная доставка, то есть вы просто забираете еду, привозите на адрес, оставляете ее, фотографируете, отправляете покупателю и все, получаете за это деньги. Вот мы прибыли на наше место назначения. В приложении сказано, что, в инструкциях, что нужно оставить у порога пакет и постучать в дверь. На этом, в принципе, наша работа с этим заказом и заканчивается. Вот. Все. Ждем следующий заказ и работаем дальше. Я уверен, наверняка многим из вас интересно, сколько я зарабатываю на доставке. Ну вот смотрите, за этот заказ мне вышло $8. И в целом, если работать там, обычный 8-часовой рабочий день, то можно заработать там около $150, грубо говоря. Тоже зависит от дня, потому что в пятницу, в субботу заказов больше и больше бонусов мы получаем. Какая-никакая копейка. И это, в принципе, помогает пережить нелегкое время карантина, потому что непонятно, сколько это вообще продлится, до какого времени. Поэтому хорошее подспорье. Было приятно показать вам немножко другую Америку на карантине. И хочу вам пожелать напоследок: живите полной жизнью, несмотря на карантин и всяческие ограничения. Всем привет, друзья! Орел и Решка снова в Берлине. На солнышке город вообще другими красками играет. Все такое красивое, уютное. Загляденье. Привет всем, я Дима Гайсин. Сегодня 2 мая 2020 года, и это специальный репортаж о коронавирусе для Орла и Решки из нынче солнечной столицы Германии, из Берлина. По ощущению, все как жили, так и живут дальше. А так как государство не полностью запретило людям выходить на улицу, и большинство заведений закрылись, поэтому все перебазировались на свежий воздух. Парки полные, и никто никого не разгоняет. У нас, как и в остальных регионах Германии, проводят все больше демонстраций против ущемления прав человека, минимальных ограничений свободы, которые приравнивают к фашистскому режиму, с целью войти в разговор с государством и снять все ограничения, а также поднять вопросы о расформировании лагерей беженцев, которые поневоле должны находиться на маленькой площади, этим увеличивая риск массового заражения, выделять им жилища.
Некоторые же демонстрируют против коронавируса как такового, отказываясь принять его серьезность со словами, что больше людей умирает от обычного гриппа и что коронавирус – это инструмент сделать богатых богаче, а бедных беднее. Если смотреть глобально, то страна начинает медленно, но уверенно выходить из карантина. В целом, все стараются соблюдать спокойствие и проводить время с максимальной пользой. Вот, например, со слоганом «Stay at home» боги маркетинга секс-шопа призывают к замечательному домашнему времяпрепровождению. А также возник вопрос с бедными и бездомными людьми. На что группа предпринимателей очень солидарно отреагировала и запустила такой вот автобус, который колесит по городу и раздает кризисные пакеты с продуктами всем неимущим. Как вам коронавирус? Транслирую вам жизненную энергию, радуйтесь мелочам, дарите любовь своим близким, следите за личной гигиеной и будьте здоровы. На время карантина авиасообщение между странами прекратилось. Из-за этого многим туристам пришлось остаться там, где они планировали всего лишь провести выходные. А кое-кто и вовсе застрял на пересадке. Меня зовут Оля. И я не живу в Париже, я не иммигрантка, я не работаю здесь и не учусь. Я обычная путешественница и начала эту поездку задолго до введения карантина и закрытия границ. И сейчас я одна из тех счастливчиков, в кавычках, которые не могут вернуться в Россию. Всем привет! Меня зовут Василиса. Поскольку отменили мой рейс и границы всех стран практически уже закрыли, я случайно оказалась в Пакистане. А вы знаете, где это находится? Потому что я до этого не знала. Привет, друзья! Меня зовут Генри Липатов. А меня зовут Наталья Хокельман. И специально для «Орла и решки» репортаж из Люксембурга. Я режиссер, живу в городе Лос-Анджелес в Штатах и летел в Киев 3,5 недели назад для того, чтобы попасть на семинар, но не попал. Отменили все билеты, и в итоге вот я в Люксембурге как был, так и остался. И вот... Подзастрял. Очень интересное ощущение и опыт я проживаю, потому что ведь именно таким Париж я и запомню, с пустыми от машин улицами и очень мало людей вокруг. И я официально тот самый человек, который побывал в Париже, но не увидит Эйфелеву башню. Вот только вот эту ее верхнюю часть. Чтобы поехать и увидеть ее, мне нужно воспользоваться транспортом. И если меня там остановит полиция, то тут они уже имеют полное право меня оштрафовать. Вот моют набережную. Я живу очень близко от площади Бастилии. Сейчас выходной день, и, как видите, многие на самом деле уже стали высыпать на улицу, в том числе, да, для физических активностей, ну а кто-то и просто погулять с детьми, посидеть на лавке. В принципе, складывается ощущение, что в Париж потихоньку возвращается жизнь. Весна вовсю, погода отличная. В период французской революции в конце 17 века Люксембург был штаб-квартирой. Так как здесь было все очень хорошо защищено крепостями, было очень безопасно. В Люксембурге 12 мишленовских ресторанов, несмотря на то, что такая маленькая страна. Но сегодня мы ничего не попробуем, потому что все закрыто. Но дверь прикольная.
Очень классные суши. Food delivery? Да, есть они. Жить можно. Здесь доставка открыта с понедельника по субботу с 10 до 16 вечера. Доставка. Минимум 10 порций. Минимум 10 порций. Это, наверное, одно из самых приятных впечатлений от карантина. Ребята, сейчас уже пошел 2-й месяц, как я нахожусь в Пакистане, и я без понятия, сколько эта ситуация будет продолжаться. Я уверена, что я запомню эту поездку в Пакистан как самую сумасшедшую и незапланированную поездку в моей жизни. Здесь у меня огромная крыша. Вот, кстати, гуляют детки маленькие. Живу я в Париже в гостях у местного жителя по каучсерфингу в его квартире в старинном доме 19 века, который очень похож на музей. Та комната, где расположилась я на время карантина. Она полна картин, потому что прабабушка моего хоста художница. Так, здесь ванная. Семья такая интеллигентов. Здесь мы кушаем. А вот бабушка и дедушка моего хоста по работе много лет прожили сначала в Марокко, бывшей колонии Франции, и в Того. Поэтому здесь еще очень много привезенного африканского искусства. И дальше, по второй параллели коридора, мы попадаем на кухню. Самая обычная, с современной техникой. Я открыла первым делом каучсерфинг, и мне безумно повезло, поскольку я очень быстро нашла человека, который мне предложил помощь, предложил дом, в котором никто не живет, поскольку сейчас, видимо, не сезон. Человек, который меня сюда поселил, он мне внушает, что это безопасная страна, что мне нечего бояться, что все хорошо. Но при этом почему-то просит постоянно задергивать все занавески, закрывать все двери и никому никогда не открывать и даже не подходить к двери. На первом этаже расположен зал. Здесь можно позаниматься спортиком, попытаться выйти на улицу тоже можно, но дверь закрыта. Можно понаслаждаться красивейшей женщиной на стене, либо прекрасным видом через решетку, чем я и занимаюсь. А где мы сейчас находимся? Как это где? В Люксембурге. Так пойдем в Германию. Пойдем. А где мы сейчас находимся? В Германии. Так пойдем в Люксембург. Давай. Когда закончится карантин и можно будет снова путешествовать, обязательно приезжайте в Люксембург. Тут царит спокойствие, тишина, а также удивительное настроение множества средневековых замков. Монако. Это карликовое государство, а точнее, княжество на Лазурном побережье. Самое первое, что нужно знать о Монако, это очень маленькое княжество. Насколько маленькое? В длину оно всего 3 километра, а в ширину в некоторых местах каких-то 200 метров. Монако – это страна невообразимого богатства. Когда здесь вызываешь такси, за тобой не приезжает машина, а прилетает вертолет. Монако – это страна с жиру бесящихся миллионеров. Любимое их развлечение – покупать яхты. Ими забита вся гавань. Всем привет из Монако, страны миллионеров. Меня зовут Барбара, и это видео я сняла специально для программы «Орел и Решка». С 4 мая Монако будет постепенно выходить из карантина. Откроются некоторые магазины, салоны красоты. Самое главное, можно выходить будет в море на своих собственных яхтах.
Но, к сожалению, вертолеты можно будет арендовать только частным образом. Ведь ранее они работали как Uberpool, собирали по Монако несколько человек и отправляли вместе в аэропорт Ниццы. На данный момент это невозможно. С самого начала карантина продажа масок в Монако была запрещена, так как они были все зарезервированы для нужд работников здравоохранения и безопасности. Но с 16 марта Монако наладила поставки масок благодаря сотрудничеству с известными брендами, такими как Banana Moon, которые раньше, в принципе сейчас, занимаются пляжной одеждой и купальниками, а также французский дом кутюрье Bottino. Княжество бесплатно рассылает вот такие масочки гражданам по почте. Вот так каждый день я выхожу к себе на балкон и наблюдаю, как полиция останавливает машины, как шаг за шагом строится новый район Монако, а также как обстоят дела во Франции. Вот ступеньки, на них заканчивается Монако. Вот это все здание — Франция. Кстати, нам активнее хлопают в 8 часов вечера. Привет, это Орел и Решка. И этот уикенд мы проведем на настоящем краю света, на суровой и безлюдной Аляске. Когда поднимаешься в небо, Аляска предстает во всем великолепии. Всем привет! Меня зовут Таня. Меня зовут Глеб. Мы живем на Аляске в Анкоридже. Место, конечно, сногсшибательное. И таких мест очень много на Аляске. Вот в прошлом году Аляску посетило с мая по сентябрь свыше 2 миллионов гостей. Аляска — это рыбалка, рафтинг, каякинг, хайкинг. А вот в этом году все будет, конечно, по-другому. Из-за карантина, и границы еще закрыты. И нам разрешается здесь гулять, кататься на велосипедах. Но при этом, конечно, держать дистанцию. На данный момент многие бизнесы, предприятия, общественные места закрыты в Анкоридже. А многие люди остались без работы. Кому повезло, те работают на удаленке. Ну, это, конечно, очень все печально. А вот с другой стороны, нам, конечно, повезло. Хорошо, что мы в небольшом городе, а не в мегаполисе. Сегодня 24 апреля, и наш обычный будний день проходит так. С утра наш старший сын делает дома уроки. На данный момент на домашнем обучении, так как все школы закрыты. И откроется только в сентябре. А вот после обеда мы с детьми едем в школу за едой. На время карантина местные школы начали раздавать пакеты с завтраком и обедом для детей до 18 лет. Спасибо огромное школам, что они так помогают людям, тем более в такое нелегкое время для всех. Да вообще здесь люди классные, добрые, отзывчивые. А теперь происходит как бы бесконтактная передача пакетов. Обычно там стоит стол, они ставят на стол эти пакеты, ты выходишь из машины и забираешь. Погода нас радует, весна на улице, красна. Вот, вышел из дома, и все, ты уже на природе. Но надо быть бдительным, да? Листики. Вау, листики. Сейчас все детские площадки закрыты, а их больше 100. Но мы не унываем. Можно шалаш построить, можно просто по парку погулять. Можно даже увидеть лося. И не только.
Прошлым летом муж прошел курсы, они называются Bear Aware. И это курсы о том, как себя вести и что делать, если ты встретился с диким животным. В основном здесь встречаются медведи и лоси. И эта тема очень актуальна для Аляски, но и тем более для нас, для людей из мегаполиса и далеких от дикой природы. Так что это не дикие животные живут с нами, а мы живем с ними. И надо быть всегда бдительным. И по большей части мы с собой носим спрей от медведей. Одно из наших развлечений на время карантина – это сесть на велосипеды, приехать к международному аэропорту. Где-то 6 километров от нашего дома. Можно здесь насладиться природой, погодой, пофотографировать самолетики. А детям как здесь весело. Заметили очень много карго самолетов, а пассажирских практически не наблюдали. Хотим пожелать всем крепкого здоровья и терпения. Все будет хорошо. Увидимся на Аляске. Чтобы поддерживать Монако в идеальном состоянии, здесь всегда идут ремонтные работы. И даже во время карантина княжество продолжило два своих очень важных масштабных проекта. Первый – это полная реконструкция центральной площади у всемирно известного казино Монако. А второй проект, продолжающийся во время карантина, называют «Стройкой века». Так как территория Монако составляет всего лишь 2 квадратных километра, а миллионеров, желающих жить здесь, с каждым годом становится все больше и больше, княжество решило увеличить свою территорию на 6 гектаров с помощью моря. 6 гектаров новой территории Монако обойдутся в 850 миллионов евро. Мы сейчас с вами идем по одной из центральных улиц Монако. И единственное открытое заведение здесь – самая известная кондитерская среди русскоговорящего населения Монако – «Ривьера». Почему ваше заведение работает, а все остальные закрыты? Все брендовые магазины закрыты, потому что это магазины, которые продают вещи не первой необходимости. Первая необходимость – это еда, это продукты питания, без чего люди жить не могут. А без часов, без Шанели, без бриллиантов люди прожить могут и месяц, и 2, и 3. А без вкусных круассанов, конечно, долго они не протянут. А почему тогда другие булочные закрыты? Много кондитерских закрыты в связи с тем, что в основном они продавали для отелей круассаны, пирожные. Во-первых. Во-вторых, они работали на туристов. Много туристов приезжало, все в кондитерских сидели. То есть туристов нет в Монако вообще. И поэтому им пришлось закрыться. А как на постоянных клиентов это отразилось? Есть такие, которые перестали ходить? Да, больше половины. Я думаю, что людей перестало ходить. Они не выходят из дома, сидят и боятся. Но в основном заказывают по телефону на дом. А, да? Да. Изоляцию в Монако люди переносят немного по-другому, в силу различия уровня жизни. В княжестве каждый 3-й взрослый человек – миллионер. Здесь привыкли к ресторанам и светским раутам, к поварам, домработницам и гувернанткам. А теперь на плечи взрослых свалились проблемы давно забытого или никогда не виданного быта. Да-да, стирка, глажка, готовка 3 раза в день и дети без няни. В Монако персоналу разрешено приходить и работать, да и рестораны работают на вынос. Но каждый здесь уже сам решает, какие брать на себя риски.
Всем привет! Меня зовут Ксюша, и я расскажу вам, как Барселона постепенно выходит из карантина. У нас 2 мая, и с сегодняшнего дня официально нам разрешили выходить на улицу погулять. Конечно же, просто так нас никто на улицу не выпустит. У нас есть специальное расписание, которого мы должны придерживаться. Выглядит оно вот так. Пожилым людям за 70 разрешено выходить на улицу только в утренние часы, это с 10 до 12 и вечером с 7 до 8. Для детей и семей предоставлен практически весь день с 12 часов дня до 7 часов вечера, а вот всем, кто попал в категорию от 14 до 70, нам разрешается выходить на улицу в утренние часы, это с 6 утра до 10 часов утра, и вечером с 8 до 11. Как это будет контролировать, мы пока не понимаем, поэтому я предлагаю выйти на улицу и посмотреть, как же все выглядит на самом деле. А вот вам и утро. А мы идем вот сюда. И мы не одни. Можете видеть, как люди массово покидают пляж. А это вот из-за этих ребят полицейских. Говорят, что пляж еще закрыт. Но зато мы увидели рассвет. Так, друзья, доброе утро. Меня зовут Оля, я нахожусь в Барселоне. Сегодня 58-й день карантина, и сегодня официально разрешили кататься на велосипедах, заниматься спортом и кататься на скейтбордах. Это ли несчастье? А вот спорт на балконе. Кьюти. Они такие милашки, не могу. А вон бот контролирует, стоит. А еще наше правительство думает перекрыть все улицы, чтобы люди могли нормально гулять и бегать. Вот. Мне кажется, это охренительная идея. Складывается впечатление, как будто бы вся Барселона бежит марафон. Это уже 8 часов утра. И, конечно же, людей значительно больше. Но мы сейчас находимся на самой туристической части. Конечно, с туристов здесь никого. Это все местные. Но я так понимаю, что вся Барселона сбежалась на пляж, чтобы просто побегать. Посмотрите, у нас журналисты снимают, люди бегают. А вот это наш главный хоспиталь Дель Мар. И наши герои, которые, к сожалению, не могут перейти дорогу и отдохнуть вместе с нами. Everything we worked for is gone. Кто-то останавливается, кто-то машет им руками. А они стоят, смотрят на нас из окна. Раньше это была огромная ферма, и здесь жила женщина, но, к сожалению, ее не стало. Она умерла от коронавируса. Смотрите, у нас обклеили дом рисунками, фотографиями, подписями, а также обращение к жильцам, чтобы мы все вместе объединились и сохранили этот дом как культурное наследие и сделали из него мини-музей. Ik ben Regina, und das ist Frau Nanlese. Wir sind in München. Действительно, мы прилетели в самый разгар Октоберфеста. Приехав в Мюнхен в начале октября, ты понимаешь, что попал на главное событие года. Я такого массового гуляния еще никогда в своей жизни не видела. Люди прибывают со всех сторон, их просто тысячи. Вот посмотрите. Весь центр перекрыт.
Октоберфест – это ежегодный баварский фестиваль пива, а попросту самая масштабная попойка на всей планете Земля. Традиция Октоберфеста уже более 200 лет. И все 200 лет он проводится на одном и том же месте, на Терезином лугу, огромной поляне посреди Мюнхена. Всем привет! Меня зовут Даша, и мы снимаем специально для «Орла и решки» из Мюнхена. 21 апреля премьер-министр Баварии на пресс-конференции объявил об отмене Октоберфеста в 2020 году в связи с пандемией. Крупнейший в мире фестиваль пива впервые за 70 лет был отменен из-за высокого риска заражения большого количества людей коронавирусом. Предыдущим поводом для отмены Октоберфеста была Вторая мировая война. Сейчас непосредственно на месте, где были расположены палатки Октоберфеста, проводятся ремонтные работы, и в этом году представился тот редкий случай этим заняться. Сегодня на месте, где обычно проходит Октоберфест, находится один из временных драйв-ин центров тестирования на коронавирус. Это типа Макдрайв, только ты приезжаешь не за бургером, а для того, чтобы сдать анализ на наличие вируса. На сегодняшний день Октоберфест является самым большим народным гулянием в мире. Все, кто обслуживал этот праздник, зарабатывали за время фестиваля, а это чуть более 2 недель, до 1,3 миллиардов евро. То есть такое решение, несомненно, усложнит экономическую ситуацию города, но и станет эмоционально трудным моментом для всех пивоманов со всей планеты, но в частности для местных жителей, для которых этот праздник является не только поводом выпить вкусное пиво, но также частью культуры, наследия немецкой нации и праздником семейным, объединяющим целый народ. Guten Morgen, Mama. Guten Morgen, Andi. Was sagst du denn eigentlich dazu, dass die Wiesn dieses Jahr nicht stattfindet? Also ich finde, dass es richtig ist, dass es nicht stattfindet, obwohl es für mich persönlich sehr leid tut. Ich war heuer 50 Jahre auf der Wiesn, ich werde jetzt 74 Jahre und ich hätte mich richtig gefreut, aber es ist wahrscheinlich besser so. Schlimm ist es für die Marktkaufleute, für die Schausteller und für die Angestellten, die dort sich vorgenommen haben zum Arbeiten und sich ein Zubrot verdienen. Und es war auch nicht schön, wenn jetzt das so gemacht worden war, dass alle so weit auseinandersitzen, das gibt kein Gaudi und fertig. Und dann wünsche ich euch alles Gute und freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr sehen. Prost! Откровенно говоря, мы ужасно скучаем по путешествиям, по друзьям и родственникам, с которыми нас теперь разделяют огромные расстояния. Но как бы грустно не было, радует, что весь мир вдруг объединился. Мы все теперь стали заодно. Как будто бы вся Барселона бежит марафон. И очень мечтаем, чтобы эта пандемия наконец-то закончилась. Транслирую вам жизненную энергию, радуйтесь мелочам, дарите любовь своим близким, следите за личной гигиеной и будьте здоровы. Живите полной жизнью, несмотря на карантин и всяческие ограничения. Все будет хорошо. Увидимся на Аляске.